Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Прочитала много комментариев и решила, что буду говорить. Буду вас сопровождать не только музыкой, но и своим текстом. Пусть он на русском языке. Кому интересно, включайте субтитры с переводом и смотрите. Еще раз рада вас приветствовать. И сегодня мы свяжем набор из 2 корзин с деревянными заготовками. У меня вот такие фанерные донышки. Из них можно получить вот такие интересные корзинки. Я покажу все на фотографиях. А сейчас как мы будем вязать. Берем заготовку и просто обвязываем ее. Для этого я беру хлопковый шнур 100 метров. Мне его хватит, даже останется. Беру с сердечником 5 миллиметров. Мне очень нравится такой вариант шнура, цвет графит. И приступаем. Прикладываю нитку. Конечно, первый ряд придется крутиться вокруг этого донышка, чтобы все было туго. Ну, начинаю просто элементарно обвязывать столбиком без накида мое фанерное донышко. Этот вариант корзинок не очень подойдет тем, кто любит часто стирать свои корзинки, потому что очень многие заказывают вязаные корзины именно по этой причине, чтобы не было проблем со стиркой. Хотя девочки и стирают и с такими донышками, но мне кажется, это не слишком долговечный будет вариант. И в таком случае лучше либо взять вообще, купить пластиковые корзины, либо полностью связанные. То есть, конечно, все исходит от того, для чего вам нужна вязаная корзинка. Для хранения мелочи вполне подойдет с деревянным донышком. Но если что-то очень пачкающее корзину, то тогда, конечно, лучше присмотреться к другим вариантам. Руки, конечно, напрягаются от такого вязания. Для меня это немного туговато. Понятно, что обычно процесс вязания происходит намного проще, потому что здесь прям в упор я держу это донышко. Вот, и таким образом обвязываю все. Покажу, как я заканчиваю ряд и делаю переход к стенкам. Заканчиваю вязание, вытягиваю последнюю петельку, завожу крючок сзади. Еще раз завожу крючок сзади вязания. Таким образом имитирую непрерывный рядочек и эту вытянутую петельку завожу уже крючок, и с нее я буду начинать вязать следующий ряд. Провязываю воздушную петлю. И вот здесь мой подход такой, что я вяжу переход от дна к стенкам не за стандартно заднюю полупетельку, а за заднюю перемычку предыдущего ряда. Если мы посмотрим предыдущий ряд, как в обычном, как в обычном столбике без накида, у нас есть задняя перемычка сзади вязания. За нее мы будем провязывать, то есть не за эти, а за заднюю стенку. Смотрите, поэтому я беру крючок и не как обычно ввожу здесь, а ввожу за заднюю полупетлю. На мой взгляд, таким образом достигается более реалистичный переход, если брать 90 градусов, нежели мы провязывали бы только так. Но это дело вкуса. Если вам нравится более плавный переход, и вам не нужно, чтобы
подчеркивать это. Покажу, как это будет в готовой корзине. Вот смотрите, вот в чем разница. Здесь у меня переход более жесткий от стенок к глубину. И покажу в маленькой корзинке. Может быть, здесь будет понятнее. В принципе, тут все просто. Вот, кто-то у меня спрашивал про толщину вязаных корзинок, как их сделать более плотными. Мне кажется, из хлопкового шнура оно и так очень плотно. Посмотрите, какая толщина. А из полиэстерового, конечно, потоньше. Тут надо смотреть, для каких вам целей. Потому что у меня дома все корзинки связаны из полиэстера. Мне как-то он больше нравится своим блеском. И меня устраивает толщина. Но очень многие меня спрашивают, особенно на Etsy, как сделать еще толще стенки корзинок. Конечно, всегда можно вязать в две нити, но это тогда получится очень большой расход и очень, ну, как бы дорогое изделие. Ну, на мой взгляд. Смотря, конечно, почем у вас идет закупка шнура и все-таки какая первоначальная толщина его, потому что толщина моего шнура это 5 миллиметров плюс сердечник. Сердечник это однозначно имеет разницу между шнуром в 5 миллиметров обычным и сердечником. Потому что для меня 5 миллиметров без сердечника это, наверное, как 3 сердечника. Ну, в общем, это очень, конечно, такое условно. У каждого производителя свои характеристики шнура. Потому что бывает, покупаешь хлопковый у польского производителя, либо у украинских производителей я покупала, ну как-то немного есть разница. У меня даже была ситуация с француженкой, которая у меня просила купить ей шнур, и она очень упорно мне доказывала, что это шнур не 5 миллиметров, хотя я ей показала с линейкой, что это, ну, как бы, реально это 5 миллиметров, не приминая ничего, вот, просто беря ниточку. А она говорила, что это гораздо толще. То есть, как бы, вроде все и стандартизировано, все характеристики, все понятно, как это меряется, но, наверное, дело вкуса. Ну что, я довязываю тогда первый ряд и встречаемся в конце первого ряда. Я довязала первый, точнее, это уже, наверное, второй ряд, но первый ряд стенок и покажу, как тут делать. Я не делаю скрытые переходы, меня в корзинках, если честно, это не особо парит. Я знаю, что мне очень многие пишут, что нужно делать незаметные переходы. Я делаю просто соединительную петлю и воздушную петлю. И провязываю дальше узором галочку, просто вводя крючок в серединку столбика. Не как обычный столбик без накида, вот так, не так, а вводя крючок в середину столбика. Если вы первый раз вяжете узором галочка, то можете проверить себя с обратной стороны. У вас должен быть ввод крючка прям ровненько между петелек. То есть вы не должны в бок уходить. Вы с этой стороны, вам может казаться, что вы ровно вводите, а сзади будет очень неаккуратно. Поэтому можете себя проверять, просто переворачивая. Ввели крючок, перевернули изделие, посмотрели, куда там ввели, то есть не попали ли вы в бок. Ну, потом рука набьется и будете делать это очень быстро. Таким узором я провязываю все 6 рядов стенок моих корзинок. И встретимся в конце 6-го ряда. Ну что, я довязала свой 6-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И покажу теперь, как я делаю отвязку. Смотрите, соединительную петельку я вот так вытягиваю чуть-чуть больше, чем при переходе от дна к стенкам. И точно так же ввожу крючок сзади, протягиваю. Тут я что-то ее чересчур сильно вытянула. Ввожу крючок сзади, протягиваю.
Ввожу крючок снова сзади и протягиваю. Вот таким образом у меня получается окончание моего ряда. И теперь у меня остается вот такая вот ситуация. И я уже ввожу крючок спереди, вытягиваю этот хвостик и начинаю обычную обвязку моей корзины. Встречаемся в конце ряда. Ну что, я обвязала свою корзинку, отрезаю ниточку, вытягиваю кончик, завожу крючок сверху, протягиваю, завожу крючок сзади, протягиваю. Мне нужно только спрятать кончик. Для этого беру свой волшебный крючок. Это, наверное, у меня 6 или 6,5, я уже не помню. Но вот с таким ушком это очень-очень удобно. Как иголочкой прохожусь. Если полиэстеровый шнур, то там, конечно, я заморачиваюсь, я пришиваю кончик, я опаливаю его огнем, потому что все-таки эта корзинка более подвижная. С хлопком я так не заморачиваюсь, потому что он и так очень плотный. Ну что, я довязала свою корзинку. Маленькую корзинку уже не буду показывать, потому что вяжется она точно так же. Расскажу, почему я все-таки решила перейти к деревянным донышкам. И почему решила это показать вам. Вот такие вот корзинки. Покажу дальше фотографии. Вот. Решила я вязать такого плана корзинки в тот момент, когда у меня стало очень поступать много заказов для помочь организовать систему хранения для различных шкафов, которые сделаны по заказу. Но в принципе плюс-минус 2-3 сантиметра, везде размеры были очень похожи, и в какой-то момент, когда я поняла, что мне нужно уже связать не одну, не две, не три, не 5, 10, а у меня был заказ на 15, на 23 корзины, и, например, 23 корзины, из которых 20 одного размера, и только 3 какие-то супер нестандартные. И я понимала, что мне нужно, во-первых, ускорить процесс вязания, во-вторых, я все-таки считаю, что каким бы ни был хендмейд, он все равно должен быть очень достойного качества. И поэтому мне больше нравятся корзины с деревянным донышком, потому что в использовании этого дна совершенно не видно. Но для меня это лучше держит форму, это лучше задает каркас. И не знаю, мне кажется, что это красивее. Это сугубо мое мнение. Это быстрее для меня. Я не могу сказать, что это выгоднее, потому что, наверное, все-таки, если смотреть по выгоде, вам будет дешевле связать из ниток дно, чем расход шнура на это же самое дно. Но для меня это более оптимальный вариант, потому что мне так изделие нравится больше, даже исходя с этой точки зрения. Еще почему же я решила вам показать этот метод? Потому что если бы эти донышки продавались только в одном месте, наверное, не было бы смысла. Но я первоначально их покупала в Беларуси, сейчас я живу в Чехии, и они также продаются в Чехии. Я смотрела их в Германии на сайте, тоже они продаются. Поэтому, я так понимаю, сейчас мода на изделия из трикотажной пряжи диктует то, что как бы очень быстро появляются в магазинах рукоделия такого плана вспомогательные, я не знаю, аксессуары. Они так и называются, деревянное дно для корзины, деревянные заготовки. Я покупаю их в магазине рукоделия, именно там, где продаются нитки и пряжа. Вот.
Еще покажу вам квадратные корзины, может вас заинтересует. Для квадратов это вообще, на мой взгляд, идеальная история, потому что это очень круто смотрится, посмотрите. Еще покажу вам вариант с квадратными корзинами, на мой взгляд, для квадрата. Еще покажу вам вариант с квадратными корзинами. На мой взгляд, для квадрата донышки это вообще идеальная история. Это просто очень круто смотрится, очень четко. Здесь как бы вообще очень классно. Вот такие кубики у меня связываются. Очень плотные, очень практично, на мой взгляд. Даже если вам где-то нужно сполоснуть, это все можно элементарно сделать, ничего страшного нет. Но вот такие вот корзины как раз таки я и делала. У меня заказано очень много с Америки, немного повыше, в разные шкафы. И людям очень нравится до сих пор вязание в интерьере, и это очень здорово, потому что это в любом случае ручная работа, и это сделает ваш дом еще более уютным и красивым. Поэтому вяжите для своего дома, вяжите для своих друзей. Помните, что вязаные корзинки могут стать отличным подарком на Новый год, на 8 марта, на новоселье, на рождение ребенка вяжут корзины более длинные для памперсов. Это очень-очень круто. Для хранения детских мелочей. У меня даже заказывали корзины для хранения расчесочек, филировочных ножниц для своих питомцев. Это очень-очень здорово. Поэтому вяжите с удовольствием. Много наговорила из этих деревянных донышек, но хотела пояснить, почему, если вам интересно, буду еще показывать, что еще из них можно связать, почему я стала их вязать, почему они появились у меня в магазине на Etsy, там, где я продаю связанные изделия. Ну и, конечно, еще поясню один момент, почему я все-таки начала говорить в видео, потому что очень много комментариев было, что, пожалуйста, комментируйте. Мой уровень английского не предполагает то, что я могла бы спокойно говорить, потому что даже те описания и инструкции, которые я пишу к связанным изделиям, у меня на это уходит несколько дней, чтобы сделать на английском это грамотно, чтобы соблюсти все термины, чтобы это было понятно, и поэтому мне очень тяжело было бы готовиться к видео. Я все-таки хочу, чтобы это был формат такого плана, что то, что я вяжу для своего магазина, то, что я вижу сейчас актуальным, то, что мне нравится, мне хотелось бы делиться, потому что мне кажется, что я что-то связала, и это классно в данный момент, поэтому, может быть, и вам это будет интересно. Я нашла, например, такой-то ковер, я придумала такой-то рисунок, нарисовала такую-то схему. Я хочу это связать, и, возможно, и вы захотите это сделать, поэтому я решила разговаривать, делиться, и надеюсь, этот формат тоже очень понравится, и вы будете ставить лайки, подписываться, и точно так же для своего дома делать классные вязаные аксессуары, декор и прочее. Всем спасибо большое за внимание, подписывайтесь на мой канал, приходите, смотрите магазин на Etsy.